С вами юрист Валерий Табаков. И это новое видео на моем YouTube-канале, посвященное разбору одного из самых резонансных уголовных дел современности – дело об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется Вячеслав Зинченко. Сегодня мы с вами подробно разберем события судебных заседаний, которые прошли 25 и 26 июня 2025 года. Проведем юридический анализ ключевых моментов, которые вызывают вопросы у защиты, обвинения и общественности. Это дело привлекает огромное влияние, и я как юрист нормы права. Произошло в суде, какие доводы выдвигает сторона обвинения, какие ошибки допускаются и почему, на мой взгляд, версия следствия выглядит крайне шаткой. Погрузимся в детали, обсудим юридические аспекты и попробуем понять, что на самом деле стоит за этим делом. Приготовьтесь, будет интересно. И как всегда, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Для начала давайте напомним основные факты. Ирина Фарион – известная общественная фигура, чье убийство вызвало широкий общественный резонанс. Вячеслав Зинченко обвиняется в этом тяжелом преступлении, и следствие пытается доказать, что он действовал осознанно и с умыслом. Однако, как мы увидим, доказательная база обвинения вызывает множество вопросов. Судебное заседание 25 и 26 июня 2025 года стали важным этапом в этом процессе, поскольку именно в эти дни были представлены новые обстоятельства, включая признание Зинченко о принадлежности телефона и файлов на нем ему. Но как юрист я сразу обращаю внимание на то, что эти обстоятельства не так однозначны, как их пытается представить сторона обвинения. Давайте разберем все по порядку. Первый ключевой момент, который мы обсудим, это признание Вячеслава Зинченко о том, что изъятый в его квартире телефон принадлежит ему, а файлы на этом устройстве были загружены им самим. С юридической точки зрения это признание имеет определенный вес, но его значение зависит от контекста и доказательной базы. Сторона обвинения утверждает, что файлы на телефоне Зинченко указывают на подготовку преступления. Однако, согласно материалам дела, была проведена экспертиза, которая не выявила в этих файлах ничего, что прямо свидетельствовало бы о подготовке убийства или других преступных действий. Это крайне важный момент. В уголовном процессе, согласно статье 75 Уголовно-процессуального кодекса Украины, доказательства, полученные в результате экспертизы, имеют приоритетное значение, если они проведены в соответствии с установленными процедурами. Если лингвистическая экспертиза, о которой я упомянул, действительно не нашла в файлах ничего компрометирующего, а это так и есть, то сторона обвинения обязана обосновать, почему она считает эти файлы уликой. Если таких обоснований нет, защита имеет полное право требовать, чтобы результаты экспертизы были оглашены в суде и приобщены к материалам дела. Более того, согласно статье 23 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сторона защиты имеет право предоставлять свои доказательства и требовать их рассмотрения. Если обвинение игнорирует экспертизу, это может быть основанием для заявления о нарушении принципа состязательности сторон. Если обвинение продолжает настаивать на виновности Зинченко, опираясь на файлы, которые не содержат доказательств подготовки преступления, это может быть расценено как попытка манипуляции доказательствами. В практике украинских судов такие действия могут привести к тому, что доказательства
будут признаны недопустимыми. Статья 87 УПК. Защите следует обратить на это внимание и, возможно, подать ходатайство о проведении повторной экспертизы, если есть сомнения в объективности первой. Теперь перейдем к другому аспекту позиции Зинченко о том, что он, будучи украиноязычным и якобы идейным бандеровцем, не мог совершить убийство Фарион. Эта линия защиты, предложенная предположительно адвоката Сулеймой, выглядит крайне слабой. Давайте разберем почему. С юридической точки зрения идеологическая ориентация обвиняемого не является прямым доказательством его виновности или невиновности. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке. Утверждение, что Зинченко не мог совершить преступление из-за своих убеждений, не имеет юридической силы, если не подкреплено конкретными фактами. Более того, признание Зинченко, что он загружал файлы, в том числе на русском языке, опровергает тезис об его исключительной украиноязычности и исключительной националистичности. Наличие русскоязычных файлов на телефоне Зинченко не является само по себе доказательством его виновности или невиновности, однако это подрывает позицию защиты, которая пытается представить его как идейного националиста, для которого русский язык якобы неприемлем. В реальной жизни многие используют русский язык для чтения, работы или общения, и это не противоречит их убеждениям. С юридической точки зрения этот факт не имеет прямого отношения к делу, но защите следует отказаться от этой линии, так как она создает негативное впечатление и не добавляет убедительности. Защите стоит сосредоточиться на фактических доказательствах, а не на идеологических аспектах. Например, можно акцентировать внимание на отсутствии прямых улик. Защите стоит сосредоточиться на фактических доказательствах, а не на идеологических аспектах. Например, можно акцентировать внимание на позицию Зинченко в глазах суда и общественности. Еще один важный момент – это утверждение, что Зинченко якобы был мастером конспирации, тщательно скрывал свои действия, изучал маршруты, использовал маскировку и так далее, читал специальную литературу. Но давайте посмотрим на это с юридической точки зрения. Если Зинченко действительно был таким ученым, таким профессиональным конспиратором, как утверждает следствие, то в уголовной практике лица, совершающие